Так, звук гидрокомпенсаторов попросили меня записать на драйве. Ну, в общем, записываю. Капота я открывать не буду, сейчас подставлю просто телефон поближе и завожу. Все, тишина, больше не брякает. Так, непосредственно еще, прежде чем завести двигатель, хочу показать. Вот смотрите уровень масла. Здесь видно, наверное. Сейчас я попробую сфокусировать. Вот. Как-то вот так вот. Вот столько его было, как я его заливал, так оно и осталось. Чуть выше середины получилось. Масло вот такого черного цвета. Сейчас я еще достану. Вот такого черного цвета масло. Где-то несколько сотен назад я тоже вот делал пару капель. Вот смотрите, никаких отложений нету, ничего нету, абсолютно чистая бумага. И вот тут тоже, вот это я сейчас достал. Масло чернеет. Сейчас посмотрим, что в горловине. Вот смотрите, заметил такую вещь еще. Когда использовал ликвимолли и на кастроле ездил, вот здесь вот вообще очень-очень сильно рыжее было все. Особенно вот это вот прилив вот этот вот, он вообще был просто рыжий, жестко. Но вот спустя 5000 километров вот он вот такой. Ну, сейчас непосредственно заведу двигатель. Ну все, смотрите, пошел заводить двигатель. Да, скорее всего, ролики шумят. Все, будет еще видео по данному маслу. Посмотрим, как оно будет. Скоро уже замена. 7000 примерно будет через 1500 километров. Все. После двух суток простоя